Дорогие друзья, рад приветствовать вас. Вы на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы с вами приехали вновь на руины некогда большого немецкого поселка. Сегодня хочу еще сходить на один дом, на который я менее всего ходил за все время, когда приезжал сюда. Домов было много, как я уже рассказывал. Поселок был большой, была целая улица, ответвление вправо, влево. Школа, кузница, конюшня, ресторан, магазин и так далее. И много жилых домов. Вот сегодня пойдем на один из таких домов и будем исследовать его. Погода сегодня неплохая. Под ногами уже начинает стелиться ковер из зелени, как вы можете видеть на этих кадрах. Весенние цветочки, то и дело пробиваются. Птицы поют. Ну, для березового сока уже поздно, на березах уже почки пошли, а это знак того, что сок брать уже не стоит. Хотел бы попробовать кленовый сок, но я не различаю, как клен выглядит сейчас, когда он без листьев. Не хотелось бы взять что-нибудь у каштана, у какого-нибудь или у осины, там, я не знаю. Так что летом, если увижу клены, повешу ленточки и сделаю пометки. И в следующем году, даст Бог, попробуем кленовый сок. Ну вот видите, обстановка какая под ногами. И так на каждом доме. Кирпич, печная плитка. На плитке клейма часто можно встретить. Вот примерно все как-то так выглядит. Естественно, все перекопано, друзья. Естественно. Уже не одно десятилетие тому назад. Но, тем не менее, находки все равно встречаются. Будем что-нибудь искать. Не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте палец вверх и пишите приветственный коммент. Поехали! Друзья, сигнал в дороге, как вы видели. Думал то, что камера снимает, но нет. Как всегда, призраки уронили ее, местные фантомы. И смотрите, какой цвет вылетает. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Ложечка. Или серебрение, или серебро. Какая приятная. Нет, к сожалению, посеребрения. Но все равно очень красивая. Это зачет, друзья. Прям в дороге. Представляете? Велнер или велкер. Красивая ложечка. И журавли подтверждают, даже им тоже нравится. Как в той песне Shine bright like a diamonds. Батюшки мои. Здесь же под деревом сигнал.
И какой-то даже клеймо есть. Где-то стояло какой-то отражатель, катафото. Год там что ли стоит, 38-й. Давайте почистим. Щетки у меня уже есть. Пришли. Вот такая вот на Озоне заказал. Три штуки. Стальная, латунная и пластиковая. Сейчас почищу и посмотрим клейма. И вообще, что это из себя представляет. Снизу Пир 733. Сверху Франки и К. Дальше буквы. Что-то еще снизу написано. Мне кажется, мотоциклетная, ребят, тематика. Продолжаю ходить вдоль дороги, между домами, получается. Тут дом был, тут дом был тоже. Цветные сигналы есть. Вот какой-то латунный элемент. Возможно, конина, потому что кожа толстая. Вот еще с этой стороны крошится. Ходим, в общем, друзья. Ходим и цепляемся за сигналы. Следующий сигнал. И монетка. Наверное, 2 прусских пфенига. Опа. Сейчас грязь смахнем, посмотрим. Еле-еле видно. А тут герб с короной. Сейчас косуля рванула только что. Тут вот рядом с водой крутилась. Смотрите, а это, наверное, еще от рыболовной сетки поплавок. Воды-то тут раньше побольше было. И железяку выкопал. Сигнал здесь в кромке берега. Штырь торчит, и на нем медная проволока была намотана. Что за штырь уходит туда? Сейчас посмотрим. Может, сачок какой был. А это сетку приматывали. Видите, какие-то петельки тут. Не понять. Так и есть. Там сачок. Может, раколовка какая-то. Вот так медной проволокой. Сетка зацеплена, а сетка в корне уходит. Не вытащить, бесполезно. Бросаем это дело. Идем дальше.
бидон был какой-то. Дошел до одной из старых помоек. Тут сигнал был. 50 пфенигов алюминиевая. Еще смотрите, какую штуку рядом выкопал. Такая рифленая ромбиками поверхность. Может, и от техники от какой-то. С вырезами. Ну, достаточно тонкая. Миллиметра 3. Для техники, наверное, это маловато будет. Вот так вот торчал кусочек в мху, остальное в земле было. Бутылки всякие ползут. В основном все битое. Чан достал вон чугунный. Надеюсь на какую-нибудь цветняшку или стекляшку интересную. Пока все бутылки неинтересные, но вот что-то показалось, уж не знаю, как она будет, целая, не целая, не шевелится еще. Сейчас попробую аккуратно подобраться. Битая, блин. Жалко. Но из нее стакан можно будет замутить. Сейчас помою. К сожалению, стакан тоже не получится, потому что вон трещина. Доктор Пауль Мамлок, Кёнигсберг, Ви марки 22. Да, жалко. Жалко. Вон трещина, видите? И здесь тоже. Но здесь-то обрезалось бы. А так. Дальше вот такой бутылек Карлсруэ. Тоже он легкая снизу трещинка. И вот тут вот. Ну, герметичен, но трещины есть. Не видел раньше такой. Духи, наверное. Дальше смотрите, что. Видимо, подставка. То ли под светильник, то ли под что-то еще. Сверху латунь, а внутри тут железо, видимо. Бутылка целая вот еще попалась. Но лысая, как всегда. А вот он, Кёнигсберг наш этот. Ну что, ребят, помойка это продолжается еще. Но времени, к сожалению, больше нету. Я думаю, оставлю ее на следующий раз.
и потом доработаю. Тем более вон там какой-то чан еще торчит. Бутылки. Целая лысая только одна попалась. Остальные все битые и маленькие вот эти вот лысые. Вот это светильник был, наверное, какой-то. Я его так ополоснул. Вот эту бутылочку жалко, интересная. Ложечка посеребренная. Порадовала сегодня. Пару монеток. Я удивляюсь, как еще тут не затопило. Потому что везде вода стоит. Тут обычно тоже вода стоит. Ну вот так сочится, конечно, снизу. Ну копать грязно, но можно. Весь уделанный. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. У кого проблемы с YouTube, снизу закрепленная ссылка на Дзен. Пишите комменты, ставьте палец вверх. Всем пока. До новых встреч. Здоровья, мира и добра вам. Пока.